Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Туманный рассвет на Занзибаре встречает первых обитателей. Лазурные воды обвивают острова, зовуще сверкая на утреннем солнышке. Легкий ветер несет солоноватый аромат океана, смешиваясь с предоставленным миром зелени тропических деревьев. Утренняя роса, как драгоценные капли, сверкает на листьях пальм, создавая магическую атмосферу. Здесь, в самом сердце архипелага, начинается история, полная загадок и тайн, где каждый момент наполнен очарованием. Занзибар – это не просто острова. Это божественное полотно, сотканное из первозданных песков и многоцветных рифов. Искатели приключений приезжали сюда на протяжении веков, стремясь найти сокровища из слоновой кости, золота и пряностей. Местные жители впитали эту многовековую историю, сохраняя в своих сердцах традиции, передаваемые из поколения в поколение. Каждый камень, каждая волна здесь хранят в себе рассказы о возвращении и поисках, что делают каждый шаг и каждую прогулку по берегам архипелага настоящим приключением. Эти два простых слова олицетворяют жизнь на Занзибаре. Здесь каждое существо зависит от циклов природы. Морские гиганты, такие как манты, грациозно плывут в ритме приливов, а местные рыбаки планируют улов, делая ставку на отливы. Приливы и отливы – это как дыхание самого океана, создающего атмосферу спокойствия и гармонии. Местные жители научились жить в соответствии с этим ритмом, понимая, что только прислушиваясь к условиям природы, они смогут выжить и процветать. На берегах Занзибара чередуются танцы самцов, манящих крабов. Их сила и храбрость находятся на виду, пока самцы демонстрируют свои клешни, а самки наблюдают за ними с интересом. Эта драма природы показывает нам, как эволюция формирует характер. Крабы хранят свои территории, и мужчины готовы сражаться друг с другом. Эти незаметные бойцы ведут жестокую борьбу, скрываясь от хищников и выживаний, и создают удивительное зрелище для наблюдателей и исследователей. В тени пальм скрывается странное создание – пальмовый вор. Днем он прячется от жары, а когда луна освещает ночной небосвод, выходит охотиться. И изучая привычки этого удивительного существа, невозможно не восхищаться его адаптацией к окружающей среде. Его уникальная способность дышать даже в условиях высокой влажности делает его адаптацию к тропикам впечатляющей. Каждый вечер он покидает свое укрытие в поисках пищи, и эта таинственная охота наполняет ночные леса шорохом и звуками, создавая готическую атмосферу. Манты, гиганты морских глубин, парят в воде, фильтруя планктон. Их размер и величие вызывают трепет и восхищение. Словно королева океана, манты невидимо управляют своим миром, а их способности завораживают. Эти существа являются символами чистоты океана, верные своим привычкам и ритуалам. Однажды увидев манту, вы запомните ее навсегда, почувствовав, как она соединяет мир людей и водных создания. Китовые акулы – истинные титаны океанских вод, царят над морем. Их размеры внушают уважение, прочность тела и добродушие опережает опасения. Эта величественная рыба становится не только объектом любования, но и важным звеном в экосистеме. Их странствия по океаническим глубинам напоминают о том, как разнообразна и удивительна жизнь под водой. Китовые акулы фильтруют огромное количество воды, обеспечивая чистоту морских просторов. На Занзибаре живут редкие мартышки-колобусы, плечом к плечу относящиеся к тропическим лесам. Эти приматы, сбивающиеся в стаи, проводят дни, погруженные в свои танцы и игры, тем самым сохраняя гармонию своего мира. Их взаимодействие – это не просто игра. Это обратная связь с природой, свидетельствующая о сложности экосистемы. Окруженные зеленью и шорохом, они выражают радость и поднимают настроение всем, кто наблюдает за ними. Летучие собаки, колония которых обитает на Пембе, представляют собой особый пример. Своими крыльями они расправляют не только свои тела, но и вдыхают ароматы своих любимых фруктов, ведя за собой щебечущие стаи к лужайкам. Их связь с природой завораживает, и каждый вечер, когда солнце начинает клониться к закату, начинается их задание, сделав ночь сладкой и полной жизни. Они делятся запахами, указывая на лучшие источники пищи, создавая свою уникальную экосистему. Среди высоких трав прячется маниока. Этот тропический корень стал основой для многих местных жителей. Секреты ее использования и питания передавались из поколения в поколение, и ее привлекательность продолжает расти.
Именно маниока становится символом преодоления трудностей и выживания. Обычные люди превращаются в настоящих фермеров, используя свои знания и традиции, чтобы превратить эту простую культуру в источник жизни. Народ Нунгви на протяжении веков охотится на осьминогов, открывая для себя каждую укромную бухточку. Энергия ловцов передается волнением и страстью, когда именно в последние дни месяца они ищут свою добычу. Каждый улов – это не просто рыбалка, это встреча с культурой и традициями. Они знали, как использовать природные циклы, чтобы вылавливать своих морских соперников с подводными струями и солнцем. Морские водоросли – это нить, соединяющая старое и новое. Фермеры собирают этот подарок океана, который используется для косметики, удобрений и многих других нужд. Важно, что каждый насажденный пояс водорослей обеспечивает устойчивый доход. Их устойчивость к условиям жизни подводит нас к мысли о значении океана и человека в этой экосистеме, который стремится сохранить ее для будущих поколений. Зеленые черепахи, когда-то грациозные юнцы, становятся вегетарианцами, достигая зрелости. Их долгожительство является результатом взаимодействия с окружающим миром. Зеленые черепахи символизируют долголетие, а их путешествия по морям становятся легендами. Легенды об их жизни передаются из уст в уста, и они становятся символом мудрости. Сейшельская гигантская черепаха – это древний хранитель Земли. Она гордится своей мудростью. Этот вид стал символом религиозности и устойчивости, передавая свои секреты жизни новым поколениям. Секрет ее долголетия скрыт в простом, но значимом – мудрости и уважении к природе. Лес Джазани представляет собой экосистему, полную жизни. От редких птиц до таинственных насекомых. Здесь сосуществуют белогорлые мартышки и колобусы, погруженные в свой мир. Каждое существо здесь зависит от другого. Это олицетворение жизни под землей и над ней. Лес становится идеальным домом для множества животных и растений, объединяя их в единую гармонию. Легенды о леопардах, обитающих на Занзибаре, вплетены в местную культуру и традиции. Они очаровывают и внушают страх, напоминая о том, как тонка грань между человеком и природой. Местные жители рассказывают друг другу о страшных легендах, которые защищаемы от хищников. И это создает дух единства и взаимопомощи. Они понимают, насколько важно беречь природу и уважать ее обитателей. Острова Занзибара, изолированные от остальных континентов, стали самой уникальной экосистемой с множеством удивительных существ, каждая из которых приспособилась к своей среде. Блестящие цветы, странные животные и пышные леса. Все это создает невероятный калейдоскоп жизни. Занзибар не только привлекает к себе внимание своим очарованием на поверхности, но и имеет глубины, полные тайн. Подводные пейзажи из коралловых рифов и их обитателей создают уникальную экосистему, где каждый обитатель играет свою роль. Флора и фауна подводного мира полны невероятных видов, которые каждый год привлекают дайверов со всего мира. Недалеко от побережья Занзибара живут племена, которые следуют древним традициям. Они передают свои знания детей через песни, танцы и ритуалы, а их жизнь связана с землей и водой. Путешествуя по этому острову, каждый чувствует пульсацию жизни, погружаясь в мир древних обычаев и практик. Секреты, которые хранятся в этих племенах, передаются из поколения в поколение. Они знают о лекарствах из местных растений, о том, как плавать с дельфинами и ловить рыбу в открытом океане. Эти общины, каждая из которых имеет свои обычаи и традиции, понимают настоящую ценность общения с природой. И поэтому жизнь Занзибара остается до сих пор неразгаданной тайной. На Занзибаре каждый уголок хранит в себе тайны, каждое существо. Это свидетель вековой истории. Путешествие по этому архипелагу – это не просто исследование островов, это встреча с природой и ее загадками, которые раскрываются лишь тем, кто готов увидеть и услышать. Каждый шаг по этому волшебному месту приносит новые открытия и наполняет душу красотой и гармонией.